Всем привет, дорогие друзья! Этот срез я показывала в распаковках. Получила я его с сайта AliExpress и очень обрадовалась, когда он пришел с таким отверстием. У меня сразу пришла идея оформить его именно как кулон, оформить стразами внутри. И я подобрала бусинки вот такого цвета. У меня много разных бусин. 3 миллиметра, 4. И вот такие еще цвета. Такой желтый с таким покрытием АБ. И вот даже 6, по-моему, миллиметров. И я пришила это отверстие, заполнила этими бусинками, сплела такие, как листики из розового бисера. Очень хорошо подошел мне вот такой номер бисера. Это чешский бисер, если интересно. Покупала в Леонардо. Ну и была у меня проблема, как его оформить. Мне не хотелось обшивать это бисером, так как я думала, будет объемно, получится такой большой кулон. И мне не очень хотелось, но я не знала, как это оформить лучше. Приклеить просто на фетр, обшить потом кожей. И здесь не будет именно обшивки, как я планировала. Но и как он будет держаться, я тоже не могла представить себе, как он будет соединен с кожей. Здесь надо было хороший, наверное, клей, и так, чтобы даже и клея не было видно. Ну вот я приклеила его, и когда уже заполнила бусинками, решила попробовать оплести бисером. Вот так у меня получилось. Здесь несколько цветов бисера. И именно до этого места я дошла, до среза. И здесь затягивать как-то не хочется мне. Именно мелким бисером затягивать, я думаю, не очень красиво будет. Мне пришла мысль, не сделать ли такими полосками бисерными, как паутинку, сплести, и это все будет держаться, и он не выпадет уже тогда. И сейчас я хочу вместе с вами это сделать. Здесь петелька была на срезе, я ее оставила. Не знаю, получится у меня вставить здесь бейл. Если, наверное, не получится, придется уже какой-то бейл плести из бисера. Я думала, у меня бейл есть позолоченный, может быть, он пройдет в это отверстие, и прикрепить его. Ну, я посмотрю сейчас. Все по ходу действия всегда происходит, и планы разные всегда возникают, неожиданные во время работы. Планируешь одно, в итоге получается что-то совсем другое. И вот я вывела нитку в бисер, и я, наверное, буду делать паутинку вот именно из этого бисера. У меня его немного осталось, и я думаю, мне хватит бисера этого сделать паутинку, так как он хорошо подходит по цвету. И сейчас я наберу бисер. Вот так я набрала бисер. И здесь у меня как тычинки я ставила из бисера. И здесь у меня вот как раз подходит вот к вот этому месту хорошо. Я думаю, скрепить. И теперь я эту пропускаю и в остальные прохожу. И сейчас я обратно проведу. И опять прохожу в эту бисеринку с другой стороны. И подтягиваю. Так вот у меня получилось натянуто. Теперь я пройду опять. Бисеринку я пропускаю. Ну, примерно здесь я выведу иглу. Надо подтягивать обязательно, чтобы не расслаблялась. И теперь я хочу вот сюда завести. Теперь наберу бисера. И вот здесь тоже есть бисеринка выступающая, золотая. Я в нее сейчас проведу. И здесь тоже будет у меня как крепление. И опять я пропускаю бисеринку, за которую крепила, прохожу. Получается, наверное, не паутинки, а как веточки. Веточки такие будут. Так, сейчас я подумаю, может быть, еще и здесь прикрепить. Ну и здесь 4 бисеринки я поставлю. И опять обратно в эти бисеринки. И вот так я сейчас продолжу. А ниточку я буду проводить, наверное, вот с этой стороны. Пройду сейчас в обшивку, которую я плела.
И по вот этим бисеринам я пройду примерно до этого расстояния, до этого места. Здесь тоже есть тычинка, и я за нее тоже прикреплюсь. И здесь у меня тоже несколько бисеринок. И здесь тоже такая тычинка. Я в нее прохожу, подтягиваю и выхожу обратно. И теперь я, наверное, дойду до этого места, и тут уже буду скреплять. Вот здесь вот, чтобы прилегало все. Вот так вот буду скреплять в этих местах. Здесь я дошла до этого места, и здесь, я думаю, может быть, между бусин как-то пройти. Получится или нет, сейчас посмотрю. Угу, мало бисера надела. Если так проходить, мало бисера, да, надо еще бисер было надеть. Теперь вывожу нитку обратно. И теперь я вот такую делаю веточку и стягиваю. Так получается. И по этим бисеринкам также я и выйду на изнанку. Вот так у меня изнанка выглядит. И подтянула. Ну, я думаю, может быть, остановиться хватит этого. Он и так будет держаться хорошо. И здесь пускай видно будет срез. И неплохо получилось. Я и не ожидала, что так получится, конечно. Виды были другие на этот камень. Вообще не украшать так сильно. Просто стразики вшить, бусинки, и все. Ну, вот так получилось. Даже бабочку, посмотрите, я пришила позолоченную. Пускай там будет. Ее видно, она бежевого цвета. Здесь тоже немного присутствует такой цвет. Ну, и теперь мне нужно обрезать. Вот, не знаю, как обшивать. Это тоже будет еще объем. Теперь, я думаю, на кожу, может быть, пришить какой-нибудь элемент сзади, украшающий, чтобы сзади было что-то красивое. Так, а кожа у меня, я думаю, розового цвета есть у меня, да? Подойдет. И если я пришью вот такой элементик, здесь, конечно, просятся бисеринки в эти отверстия, чтобы пришить. Но и не хочется, чтобы здесь что-то цеплялось, чтобы было гладенькое. Хотя вот эта деталь, она такая шершавая. Здесь прорисованы все тычинки на цветочках, и оно такое немного шершавое. А если я переверну, она гладкая. Если бы я ее всю обшивала бы, и было бы неплохо. Ну, а здесь, может быть, ее перевернуть и просто вот так пришить. Ну, сейчас я подумаю. И кулон я доделала. И вот так у меня получилось. Здесь я использовала другую кожу, так как эта кожа очень толстая. Я из нее шила сумку. У меня много осталось обрезков, но плохо проходит иголочка. Поэтому я отказалась от нее и нашла у себя немного темнее, конечно, по цвету. Но ничего, я думаю, страшного в этом нет. Здесь нет никаких ограничений с игрой цвета задника. Можно даже контраст делать. Тоже, думаю, будет и красиво. Пришила вот такую вот филигрань и закрепила бисером. Я не думаю, что это будет сильно цепляться к чему-то. Вот так у меня получился задник. И обшила я бисером таким же, который здесь присутствует. И вот такой интересный, необычный кулон у меня получился. Я прикрепила бейл в эту петельку. Так как здесь плести еще и бейл из бисера, я думаю, это будет не очень, наверное, красиво. И здесь выступает петелька. Я решила остановиться на таком варианте. И кулон у меня будет съемный. Вот такие бейлы мне очень нравятся. Я в восторге от этих бейлов. То, что здесь петелька раскрывается, конечно, это очень удобно. И вот такой кулончик. Ну и, конечно, сейчас я хочу сделать украшение с таким кулоном. К нему я подобрала вот такие бусинки. Розовые. Я думаю, неплохо будет смотреться вместе. Сначала я планировала вот с этими бусинами делать украшения. Но потом я приложила вот эти бусинки. Мне кажется, более насыщенный цвет. Эти как-то бледновато смотрятся, хотя здесь вот эти вкрапления желтого цвета. Но я передумала. Остановилась на вот этом варианте. Мне он больше понравился. И, конечно, хочется добавить вот этих бусин. Очень они красивые.
и по цвету подходят. Такой блеск, у них грани красивые у этих бусин. Ну и здесь, по-моему, покрытие такое АБ. Они по цвету хорошо подходят. Желтенькие. И 6 штучек я, наверное, поставлю. С двух сторон по 3. Буду я, наверное, собирать это все на ювелирном тросике. Сначала хотела на мемори проволоке, но очень высоко будет кулон. И он крупный. Я не сказала, что он совсем тяжелый. Ну, он тяжелый, да. Но я не думаю, что он будет сильно отвисать. Беру я тросик 0,38. Украшения примерно 50, может быть 52, ну примерно так, я думаю. И, конечно же, будет у меня присутствовать фурнитура вся позолоченная. Еще я подобрала вот такие бусинки. Часто пользуюсь этими бусинами, у меня их много разных цветов. Продаются они как каменные бусинки. Возможно, это какой-нибудь кварц или что-нибудь подобное. И все они тонированы в разные цвета. Подобрать можно любой цвет. И у меня хорошо вот этот цвет подошел к украшению. Я думаю, их тоже поставить. Они маленькие, 6 на 2, по-моему, я уже не помню размер. Я оставлю ссылку, а вы посмотрите. Очень хорошее качество у этих бусин. Но бывает, конечно, тут 1-2, у которых отверстие не по центру проходит. Но в целом ниточки хорошие этих бусин. Фурнитура будет позолоченная, как я сказала. Вот такую бусинку я хочу поставить впереди. На нее будет крепиться кулончик. Так, шапочку. Вот такую шапочку я подобрала. Я думаю, что неплохо будет смотреться. Ну да, они лежат хорошо на таких бусинки у меня 10 миллиметров. И сейчас я все сниму бусинки и буду уже набирать и покажу вам. Ну и еще я буду использовать вот такие гематитовые бусинки. Часто они подходят к разным бусинам, поэтому я их часто и использую. Два размера, это 6 миллиметров и 8. Ну и вот эти колпачки хочу попробовать поставить. Такие шапочки малюсенькие. И вот эти бусинки. И вот так у меня получается. Я думаю, неплохо смотрится. Ну и теперь буду собирать так. И украшение готово. Я не стала показывать, как я закрепляю кримпы, так как практически в каждом видео я это делаю. Уже, наверное, многим приелось и многие научились. Ну а кто не умеет это делать, смотрите мои видео с украшениями, и вы поймете, как это делать. Такой карабинчик я поставила. Соединительное колечко из нержавейки. Оно очень плотное, толстенькое и надежное. Здесь у меня, как видите, 2 кримпа. Закрыла я. Мало того, я еще закрываю протектор, зажимаю. Это дополнительное крепление. Здесь удлиняющая цепочка сантиметров 5. Вот так бусинки 2. Сантиметров 53 получилось украшение, плюс удлиняющая цепочка. Здесь эта бусинка будет как крепление кулона. Здесь будет кулон крепиться. И в поддержку такой бусинки я поставила еще такие же бусины, чтобы она не была одинокой. Бусы можно носить и без кулона, можно и с кулоном. Ну а вот эти бусины просто потрясающей красоты. Посмотрите, как они сверкают. Их было в комплекте 10 штук. В украшении у меня ушло 6. Ну и я решила сделать еще и серьги, чтобы использовать уже все бусинки, так как и получится полностью у меня комплект. Посмотрите, какие оригинальные серьги получились. Будут на ушке сверкать вот такие швензы. И вот так у меня получились сережечки. И также я еще использовала 2 бусины оставшиеся. Сделала браслетик такой простенький на тросике. Центральный элемент у меня бусинка. И эти по краям, так как их 2 всего осталось. Ну и я и сделала и браслетик. Здесь у меня вот такой карабинчик, который я покупала недавно. Очень понравились. Они, как видите, они крутятся вокруг своей оси. Это удобно очень. Также все скреплено кольцами из нержавейки.
Также здесь удлиняющая цепочка сантиметров 17. Вот так получается браслет плюс удлиняющая цепочка. На ручку можно надевать от 16 даже с половиной. Ну и, конечно же, хит сезона у меня кулон. Кулон можно носить, можно не носить. Как видите, у меня здесь крепление съемное. Вот такой бейлик. Можно подсоединить кулон, можно не носить его, кто как захочет. Но я надеюсь, у меня есть такие ценители, которые любят такие кулоны, которые вышиваются из бисера. Он просто потрясающей красоты. Конечно, это вживую намного красивее, чем на камеру. Когда держишь в руках, это совсем другой эффект своего вида, взгляда вживую. Необычно, да, мне самой понравилось. Я даже и не планировала так делать, а вот так у меня и получилось. Ну, как всегда бывает. Что-то одно задумаешь, а получается что-то другое. Вот такой у меня получился интересный комплект, на мой взгляд. Не знаю даже, как его назвать. Может быть, вы придумаете. Такое воздушное украшение, нежный цвет. На мой взгляд, это потрясающее цветосочетание. Пишите комментарии. Мне интересно ваше мнение всегда. Комплект в наличии будет. Кому понравился, пишите. Ну и не забывайте подписываться на Яндекс.Дзен. Много интересного у меня впереди. Я с вами не прощаюсь. До скорых встреч!